Дорогие любители Азии, да, сегодня еще одно видео, которое я вот сейчас хочу вас предупредить, любители Азии и, в общем-то, фанаты. Вот, пожалуйста, все бросаемое, колющее, режущее и швыряемое, обливаемое и так далее, пожалуйста, вот уберите тапочки, вот там овощи, фрукты. Видео сегодня будет построено чисто на моем мнении, как и, впрочем, злопыхатели из серии типа «Ну что же ты тут осталась, раз тебе так не нравится?» Это чисто мое мнение, которое не дало мне такого большого, сильного пендаля, чтобы взять так: «Черт, мне все не нравится, все, я собираю чемоданы и сваливаю отсюда, деточки». В каждой стране есть свои минусы, есть то, что именно вам не будет нравиться. Начнем, наверное, с мелочей, таких как, например, комары. Если эта зараза здесь тебя укусит, это вот все, ты будешь чесаться долго, упорно, месяцами. Если у нас там, ну, укусил, ладно, почесала, но и забыла, здесь это будет вообще чуть ли не до язвы доведено, не дай боже ты чесанул. Вот пока ты маской не помажешь, все. Если у нас как-то еще там дыма боятся, да, там, например, на пьяных не хотят садиться, там, я не знаю, да, и как-то всегда больше к женщине идут, чем к мужику, здесь это вообще ни с чем не связанная, по-моему, вещь, и как они выбирают свою жертву, даже мне непонятно, потому что иногда страдают мужики, а иногда только женщины. Может быть, тип крови какой-нибудь? Кондиционеры. Вы сейчас скажете: нет, это плюс. А давайте теперь представим себе, на улице, ну, где-то так 40, да, вы весь такой разгоряченный, вы хотите охладиться, и вы попадаете в транспорт, где, ну, как-нибудь под 18 градусов, вы вначале чувствуете кайф, вам хорошо, но через 5 минут понимаешь, что вам еще 20 минут тарантайкаться хотя бы там в том же самом автобусе или в метро, вы начинаете уже мерзнуть. Вы, получается, просто с жарки попадаете в холодильник. И как одеваться в такую погоду, так сказать, вы тоже не понимаете, потому что если на улице жарко и хочется раздеться, то в транспорте вам хочется максимально одеться, потому что, ну, не дай боже, у вас будет какая-нибудь простуда. А здесь, как сами понимаете уже, если вы видели видео, все дорого. И следующий пункт — это все дорого. Найти что-то дешевое. Реально, просто это я не знаю, где надо покопаться, как покопаться. Если вы турист, вы, конечно же, можете не найти такие вещи. Я некоторые вещи вам уже, конечно, раскрыла, но эти знания пришли через огромное количество натыкания на то, что все просто нереально дорого. Куда идти за распродажами, как торговаться, где искать вот эти вот скидки. И ты попадаешь на крупные деньги, просто потому что ты не знал, что на самом деле есть, ну, что-то подешевле, наверное. А корейцы, как в принципе и азиаты, повернуты на брендах. Всяких Луи Виттонов, Гуччи здесь тоже очень много. И вот этот бренд какой-то, у них прям вот все. Если у тебя есть эта вещь, которая на самом деле не сочетается ни с чем, они ее будут таскать. Если мы покупаем как-то с сетом, да, то есть, ну, грубо скажем, да, сумочка к туфелькам должна подходить или к каким-то аксессуарам, что ты одеваешь здесь, все, это Луи Виттон, ничего не знаю, не важно, что он не подходит к каким-то другим деталям, это же Луи Виттон. И они готовы реально, как и японцы и, возможно, другие азиаты, за этот бренд переплачивать, голодать. И вот только купить бы этот бренд. Ну, в принципе, не только Луи Виттон, я, в принципе, говорю о всех брендах. Что, ну, вот она вещь, хорошая вещь, за $10. Тебе она нравится, на тебя она идеально сидит, прям так. А вот она дорогая вещь, чем-то похожа, но тебе она и не нравится, и на тебе она просто не сидит. Если взять человека за пределами, как говорится, нормальной жизни, он возьмет эту вещь. И не важно, что вот та вещь на нем сидит лучше, потому что она дороже, и это бренд. Если в Японии за брендами там целые улицы выстраиваются, особенно в мертвый сезон, это так называются скидочные моменты, когда эту вещь можно купить реально за бесценок, здесь, в Корее, такого, в общем-то, практически нет. Повернутость на внешности до такой степени, до идеализма какого-то, что если девушка не накрашена или что, это прям все кошмар. О боже, там очки, о боже, нет, нельзя. То есть ты должен выглядеть идеально. Балмушна такая только что вышла, значит, из дома за какими-нибудь вещами в центр. Нет. Здесь выражение без бумажки «ты какашка» действует просто нереально. Если у нас еще смотрят, да, то есть у человека есть опыт, там, неважно, что он там Гарвард не закончил, да, здесь, если ты не закончил институт, будет зависеть практически все. Зарплата, положение в фирме, неважно, что у тебя опыта дофига и больше, пока ты не доказал
потом, кровью и лишением себя всякого-всякого, что ты вот он, но еще не факт, что вот пойдут на компромисс, повышать зарплату, вообще верить в то, что ты молодец. Да, они стремятся к этому, я понимаю, многие фирмы пытаются работать непосредственно с человеком, который именно креативен, обладает знаниями, которые он сам накопил, но как только сталкивается лоб с какими-нибудь более высокими инстанциями, где где ваш, пожалуйста, дипломчик с института, и тут все рушится. Здесь, когда касается дела креатива или еще чего-то, вот куда диплом, зачем вам диплом, если человек вот только что создал шедевр? Система образования. Я думаю, многие уже ругали, и я уже неоднократно ругала, и когда про топик говорила и про учебу, и предупреждала, что здесь будут на вас налегать очень сильно, психологически сильно, если наши там ругают пальчиком ай-яй-яй, и ты вроде чувствуешь, что да, ты виноват, здесь вас задавят психологически, вы и так устаете, потому что у нас такого нет. Мы вот так вот просто бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац, как роботы, не учим. Мы повторяем, мы возвращаемся, повторяем, мы еще раз повторяем, пока наконец это в наши мозги не уляжется ровным слоем. Здесь не успел, твоя проблема. Весь класс идет, и ты должен за ними go-go. И вот этот вот стресс, который ты получаешь, им иногда просто пофигу, ты должен быть в топе. И все. Я вот тоже сколько даже от корейцев слышу, они сами тоже ругаются на эту систему, потому что кто-то побывал за границей, попробовал и понял, что да, действительно, как-то вот, не очень. Евангелисты и просто верующие. Это не то, что у нас, да, то есть ты их можешь спокойно отрезать и пойти дальше. Здесь ты даже отрезая их, они еще сильнее начинают. Поверьте в Бога! Без обид, дорогие верующие, но когда залезают в мое понимание веры, это мое, понимаете, это мое личное, это наше семейное. Это налетать на человека, доказывать в существовании того, что Бог есть, а нынче вообще новая волна, про космос разговаривают. А вы знаете, космос, там есть сила. Ты понимаешь, что ноги в руки и бежать, ты их отрезаешь, а они тебя все равно, давайте еще поговорим. Нет, ну вот давайте поговорим. А вас вот вы записывали сюда? А вы вот туда ходили? А вы вот на эту вещь ходили? А вот это вы делали? А то и вообще самое страшное. Ходит мужик по Самену и Jesus love, и просто втыкивает тебе очень болезненно, причем карточку, где написано Бог это любовь, любовь это Бог на нескольких языках. И там даже есть, по-моему, русский. И, понимаете, вот втыкнуть в тебя, как в какую-нибудь вообще игольницу, это он не считает, наверное, зазорным, потому что переходим к еще одному варианту того, что мне здесь не нравится, это если ты иностранец, то можно. Он бы не тронул кореянку, но меня мало то, что тронул, так еще и засунул мне, извините, вот тут карманчик в карман, и то, что он мне сделал больно, он даже на это не повел как бы внимания. Я ему говорю, не делайте больно. Там все равно Jesus love. И вот, в принципе, мой опыт хождения по мукам, я понимаю, что вам интересны на самом деле все вот эти истории, но если собрать все истории в кучу, я могу точно сказать, что если ты иностранец здесь, то все можно, потому что, во-первых, мало кто из иностранцев пойдет в полицию сообщать о том, что что-то такое произошло, что там был какой-то инцидент, потому что в основном, к сожалению, корейцы иногда бездейственны здесь. Мне несколько раз везло, мне помогали корейцы, которые спасали меня от того, что просто пьяные аджуши влезали в мое личное пространство, а то обниматься лезли. Это прям... Я в России-то ни с кем толком не обнимаюсь, у меня есть свои табу. При этом все как бы, да, вроде иностранцы, они когда здороваются, обнимаются, по щечкам целуются. Нет, у меня свои табу, я не со всеми обнимаюсь. У меня есть определенные какие-то свои, как говорится, понимания, свое пространство, и я в него постараюсь пускать только, как говорится, свою семью и очень близких людей. А тут такие вещи происходят, когда какой-то вообще левый человек мало то, что лезет в мое пространство с перегаром, а тут еще, извините, обниматься лезут. И когда ты начинаешь скандалить, там еще ты виноватый выходишь. Это вообще, это, я думаю, отдельная история про это дело будет. Но фишка в том, что аджумы, что аджуши обладают не только минусом, но и плюсом в таких вот историях. В минусах они, конечно, нас поливают грязью, наезжают на нас, говорят, что мы вообще в свою страну возвращались к нашим медведям и так далее. А если ты девушка, так это все. Старые добрые 80-е, которые подтвердились давеча, возвращаются с новой силой, и получите, распишитесь. Теперь поговорим о дверях. Боже, такая вещь, двери, что тут к ним пристало? Двери внутрь открываются. Понимаете, внутрь, даже в квартире. Они внутрь открываются, к толчку нет. Вот я не знаю, на что надо встать, видимо, на толчок, чтобы вы открыли дверь и вышли из туалета. И это считается ГОСТом здесь. Я долго пыталась сообразить, в чем ГОСТ, потому что вот ты упал в туалете, и, получается, твое же тело заблокирует дверь. Как к тебе попадут, если тебе плохо?
И самое поганое то, что ты выйти, блин, не можешь. Тебе надо встать в уголок, чтобы открыть дверь, и чтобы потом вот как-то вот этими телодвижениями, значит, как-то вот проскользнуть в щелку между. А для них это нормально, для них это safe space, потому что открывать в ту сторону, это значит либо толпу растолкать, либо а вдруг там стенка и не откроется полностью. И это не только касается на самом деле туалетов, но на туалетах именно вот просто погорела вся моя жизнь, потому что вот это вот страдание при попытке выйти и войти в туалет, это что-то нереальное, да. И с этим как-то вот приходится привыкать жить, и я до сих пор не привыкла, не могу понять зачем. Мусор! Я вот знаю, вы такие, вот тут же ресайклинг и так далее. Нет, я хочу рассказать о том, что, наверное, мало кто из вас знает. Здесь не канифолят полы, точнее асфальт с шампунем, как это делается в Японии. Нет, его, конечно, иногда моют, особенно в Сеуле, и хлоркой моют, да, и здесь периодически тоже это делают, но Пусан ветреный город. И если забита хотя бы одна мусорка, и ветер поднялся очень сильно, весь этот мусор вылетает оттуда и распространяется по всем улицам. И ты, получается, идешь по грязным улицам, при том всем, что, по идее, мусор был выкинут в нужном месте. Оказывается, в Пусане были сокращены уборщики, и по факту они просто не успевают убирать все это. И даже когда ты ходишь, ты замечаешь, что мусорных ящиков уже не так много. Это вот сейчас потихоньку начинает появляться, но это тоже не помогает, не спасает, особенно в развлекательных районах. Там take-out это вообще целая была гэг-система в интернете Кореи, когда люди реально стебали факт того, что если ты не донес до мусорки, тогда типа вообще зачем ты взял с собой. Я периодически тоже фотографирую, что люди вот оставляют где-то на видном месте, чтобы, по идее, уборщик, когда мимо проходил, вроде бы взял. Они это начинают выставлять либо рядом с мусорным ящиком, который уже заполнен по самое не хочу, либо совсем все плохо, они просто оставляют где-то сверху, чтобы это не было где-то внизу и не покатилось дальше по улице, или не было сдуто ветрами. Они пытаются это спрятать как-то вроде бы на видном месте, но так, чтобы его не унесло ветром. Но факт того, что мусор здесь летает везде и всюду, из-за того, что ветер, из-за того, что не хватает мусорных ящиков, из-за того, что их часто не убирают. И, в принципе, у всех состоялось такое мнение, что вроде как есть люди, которые убирают, так что что там, господи. Я обычно свой мусор таскаю до метро. В метро уж точно не улетит. Запах. Я не помню, где-то было сказано, что Корея это страна утренней свежести. Ну не знаю, какой свежести. Здесь такой запах стоит иногда, что просто мама дорогая. И я могу объяснить почему. К сожалению, система канализации Кореи находится не так глубоко. И в моменты сезона дождей, либо просто дождей, здесь вперемешку начинаются быть такие ароматы, что мама дорогая, тут тебе и сточные воды, и туалетные воды, и просто там какие-нибудь еще воды, и вот это все вперемешку, ты не знаешь иногда, боже мой, куда спрятаться, да, они кладут. На самом непосредственно шлюз какую-нибудь, не знаю, картонку, либо там коврик какой-то резиновый, чтобы этот запах не поднимался так сильно, потому что, ну, очень близко к канализации, до такой степени близко, что в один из сезонов дождей здесь, в Пусане, в районе Самёна, еще в каком-то районе, это все дело, я в прямом смысле говорю, все это дело поднялось на поверхность. Мне когда рассказали об этом, я говорю, вот только фотографии мне не показывайте, я верю. Эти минусы я собрала за время проживания здесь, потому что в любой стране есть свои минусы. И в общении, и в принципе в житие-бытие, и в принципе в просто жизни, когда ты идешь из дома, там, например, на учебу, ты все это можешь увидеть, заметить, и что-то тебе будет не нравиться. Но когда ты абстрагируешься, просто знаешь, ну да, мне это не нравится, но ты не цепляешься за это до такой степени, что оно тебя начинает каждый день накручивать. Потому что, если честно сказать, если вы хотите где-то в чем-то разочароваться, вы будете это искать, вы будете за это цепляться, и рано или поздно будет разочарование, потому что, ну, вы же себя накрутили. Не очень приятный, наверное, опыт и информация, но, наверное, самое последнее, что может добить вас, и, скорее всего, меня, это то, что вы здесь, в Корее, никогда не будете, как у себя дома, или welcome, так скажем, да. Основная масса будет к вам относиться все равно, как к чужаку, даже если они будут улыбаться, помогать и так далее, вы для них все равно пожизненно чужак. То есть вы никогда не будете в этой стране welcome.
И когда вы это осознаете, вы уже перестаете на что-то обращать внимание, и вы просто, ну окей, ладно. Потому что я, когда осознала это, вначале было больно, было обидно. И если вы это переживете, поняв, что, ну как бы, действительно, в чужой стране ты никогда не будешь welcome, в принципе, да, хотя многие говорят, что вот там мне welcome, сям мне welcome, здесь мне welcome. Это как повезет, потому что все зависит не только от самой страны, сколько еще и от людей. И если вы к этому привыкаете, вы уже начинаете не обращать внимания на многие мелочи. Так что вот такой у меня получился список, чего мне не нравится в Корее. Так что вот так, оставьте при себе, опять же, тапочки и так далее. Вот тихо, тихо. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк ему, не забудьте подписаться на мой канал, там на колокольчик тоже обязательно нажать. До новых встреч, пока-пока! На самом деле с отжимами и отжимами вообще отдельная тема, вот вообще как и с мусором, это прям...